Друзья, всем огромный привет! Это видео о самых простых 3 способах сохранения урожая моркови, которые я использую. И для этой цели подходит лучше даже сказать выбираю и использую самую некондиционную из всего урожая маленькую вот такую вот покрученную морковку. Подходит все, а самое главное, что в результате у нас ничего не пропадет и не завянет и не превратится в мочалку через месяц в погребе или в подвале. Если попадается такая двойная, отламываю одну в сторону, чтобы всю грязь можно было хорошо вычистить, вымыть. Для начала замачиваю в 2-3 водах, которую сливаю в теплой воде, а потом беру вот такую мочалку и хорошенько ее вымываю. Очень хорошо моется, чистится морковка, но не забудьте одеть, конечно же, перчатки. Срезаем верхушки, низ. И дальше. Первый способ, конечно же, самый распространенный. Это заморозка. Замораживать можно в любом виде ее, или кубиками, или соломкой, или просто натереть на терке и сложить в виде колбаски, например, даже в морозилке, и потом использовать. Мне удобно вот пользоваться такими кулечками, которые хорошо закрываются, и в любой момент, когда нету времени нарезать, можно использовать такую морковку. Второй способ — это сушка. Такую морковку очень хорошо добавлять вот к ней просто самое элементарное: петрушка, укроп, и уже ароматная специя, добавка к блюдам готова. Просто натерли на терке, на поддончик и сушим. Высыхает она очень все быстро, превращается вот в такие паутинки и очень-очень легко крошится руками в такую мелкую-мелкую крошку. И вот самые простые специи добавьте: обычную петрушку и укроп к такой морковке, и насыщенная ароматная приправа к первым-вторым блюдам у вас уже практически готово. И сложности приготовления такой специи не составляет, я думаю, совсем. Третий способ — это будем солить морковку. Я буду натирать морковку. У меня вот для комбайна 3 таких терки. На среднюю терку я натерла. И на 3 килограмма моркови буду добавлять вот пакет соли, 1,5 килограмма соли, пакет соли. Высыпаю крупной неайодированной соли, и хорошенько надо все перемешать. Обязательно. Этот способ очень давний. Ими еще пользовались наши бабушки, дедушки. Соль — самый сильный и надежный консервант, который есть в природе. Вот сначала я в большой миске хорошенько перемешала, уложила в миску поменьше, утрамбовываю, накрываю пленкой и оставляю вот буквально, хотя бы на 3 часа, или желательно даже на ночь оставить, чтобы кристаллики соли, чем побольше она растворилась, соль, и пропиталась. Можно перемешать несколько раз еще и укладываем в банки. Укладываю в банки сухие, просто сухие банки, не стерильные абсолютно. Вот. И хорошенько ложкой утрамбовываю. Такой морковкой я пользуюсь, когда варю, например, первые блюда, супы, борщи. Я уже тогда не солю ничего, просто вот добавляю порцию такой морковки, большую ложку с горкой, и первое блюдо у меня уже тогда не солится, но это очень удобно. Вот видите, я утрамбовываю доверху, но не до самого верха, чтобы не было соприкосновения с крышками. И хорошенько утрамбовываю. Такая морковка очень хранится хорошо и очень удобно тем, что не надо каждый раз натирать морковку при приготовлении супчика. Обязательно сверху еще столовую ложку соли вот высыпаю и разравниваю. Это для того, чтобы не образовывалась никакая пленка, никакой плесени. Я вам потом покажу еще баночку из прошлого урожая, у меня осталась, как она хранится
хранится в подвале, в погребе, закрываю обязательно вот такими обычными капроновыми крышками, которые распариваются. Или просто обычной даже крышкой можно закрыть, и морковь такая будет прекрасно храниться. Вот распарила я в кипятке крышки и накрываю. Банками с вот этими жестяными крышками использовать, которые завинчиваются, нежелательно, потому что они все ржавеют. И вот эта баночка у меня осталась из прошлого года, то есть год этой моркови. Вот посмотрите, цвет она не поменяла. Сейчас я распарю крышку, при вас раскрою эту баночку, чтобы вы убедились, что никакой плесени, ничего. В течение года подвал у меня теплый, как бы погребок, вот какая-то точечка маленькая, ну, в принципе, это совсем не страшно. Верх я снимаю всегда, потому что тут очень много соли, как бы барьер у нас получился, и выбрасываю. А дальше вот это, смотрите, какая морковка, оранжевая, красивого цвета, она очень вкусная, не теряет никаких, вот маленькая точечка, видите, никакой плесени, ничего у меня не образовалось. Вот таких 3 простых способа сохранения моркови. Друзья, если вам было интересно и полезно мое видео, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, для меня это очень важно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Пока-пока. С вами была Виктория.